Приветствую всех на канале. В работе у нас вот такой вот фотоаппарат. Фотики мы в принципе не берем вообще от слова, но так как это знакомый и выручить его нужно починить. И думаю, проблема тут несложная. Значит, по батарейке человек ее поменял, купил сразу новую. Там он показывает 3,5 вольта на мультике. Ну, короче, есть. То есть для старта в принципе достаточно. Ну, батарейка чуть подушатана. Поставим пока ее на зарядку. Должно быть 3,7 по факту. Но не смысл в этом. То есть 3,5 вольтами он включился. Включаем. Вставляем батарейку. Нажимаем кнопочку питания. И информации у нас на дисплее никакой нету. То есть старта нету. С чем связано? Обычно фотоаппараты, по крайней мере на тот момент, пока я ими занимался, до того, пока меня током хорошенечко не сшибануло, я перестал их брать в работу. Несмотря на то, что конденсаторы я разряжал узковольтные, и все равно на плате оставалось напряжение. Меня как-то так хорошо шмякнуло, что я больше их решил не брать. Почему? Потому что заработка на них нету, а током хорошо бьет. Да и долго с ними возиться, в общем. То есть это надо прям только фотиками заниматься. Так, что я сюда-то полез? То есть смысл в чем? Батареечку мы сейчас на зарядку и покажу обычно какой нюанс в этих фотоаппаратах есть. Почему они не включаются после ни с того ни с сего, можно так сказать. Да, то есть со слов клиента ничего не делали. Клиента, он же мой, получается, товарищ. Так, сейчас я батареечку запитаю, чтобы мы уже потом могли с ней работать. Я прям крокодильчиками повешу, если это получится. Так, ладно, ну и потом. Значит, зачастую, когда ни с того ни с сего он не включается, люди обычно лазят сюда за батарейкой и заряжают ее, так как тут отдельным блоком зарядка идет. В большинстве моделей нету зарядного гнезда, еще что-то. То есть, ну, не суть важного. То есть обычно в комплекте идет отдельно гнездо для зарядки этих батареек, то есть чтобы быстро поменять. Смысл в чем? Вот здесь есть вот такой вот ползуночек. Вот не ползуночек, а как бы выступ на крышке. Вот здесь. И такое же отверстие здесь. Здесь должна быть, по идее, такая маленькая кнопочка, ну типа фиксатор, который понимает, что вы открыли крышку, фиксатор замкнулся, размыкает там цепь на питание батарейки, и тем самым можно извлечь эту батарейку безопасно, чтобы там что-то не слетело. То есть смысл в том, что должен быть здесь микропереключатель. Здесь я его не вижу. То есть, ну, думаю, что его просто снесли, отломали, там, когда флешку, эту карточку памяти вытаскивали. То есть вот примерно думаю, что диапазон работы у меня следующий. То есть разобрать и перемычку просто поставим на эту кнопку. Кнопку я эту уже, наверное, нет еще такую. В принципе, если заморочиться, можно и кнопочку сходить купить. Ну, то есть у нас задачи такой нету. Можно просто поставить перемычку. Поэтому скручиваем сейчас все вот эти винты. Какие конкретно, не знаю, поэтому крутим по порядку. Так, и больно они плотненько закручены. Будем скрывать по чуть-чуть, что тут есть. То есть нам добраться надо до материнской платы с этим, по идее, коннектором. То есть я конкретно не помню, есть в этой модели такой или нету, но думаю, что есть, потому что собирали их, в принципе, по одному принципу. Хотя даже эту кнопочку можем и найти. У меня есть в разборе всякие разные фотоаппараты, которые тоже уже выбрасывать надо на помойку, старенькие. Вот, но тут задача такова, что нужно, чтобы он просто работал. То есть этот микропереключатель прям большой роли, я думаю, здесь не играет.
А так надо, конечно, смотреть по схеме, что там, ну или по самой плате, то есть не обязательно схему искать, по самой плате смотреть. Так, ну думаю, вот эти винты тоже надо открутить. Тут более длинные, надо запомнить. Так, и тут, скорее всего, тоже будут. Так, здесь нету, это чтобы дисплей не царапался. Так, нижние винтики пока сдергивать не буду. Может быть, этого и будет достаточно. Так, вот здесь еще один нарисовался. Хоп, отвертку потерял. Так, стандартный винтик. Туда же его. Так. Тут главное не торопиться, лишнего не зацепить. Аппараты собраны максимально плотно. Давайте подсветочку посмотрим тут. Ничего не мешает вроде бы. Одну минутку. Суперстары ремонтируете? Это какие? Я даже не знаю название. Если скажете, мне буду благодарна. А что не работает? Камера. А? Что не работает? Камера. Камера только и всё. Нет, 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 не работает. В смысле, разбилась, грязная. Такого нет. Такого нету и камеры нету. А как зовут этот телефон? Понял, какой-то Ну вот какой-то, да. Модель Но у нас какая? такого нет. А где написано модель? На задней крышке. Я вам с ним не помогу, у нас на него ничего нет. Так, тут все достаточно аккуратненько. Нужно отсоединить коннектор. И, как я говорил раньше, лучше сюда не лазить пальцами и металлическим предметом. Может хорошенько шибануть током. Отсоединяем шлейф. Здесь, судя по всему, кверху. Так, ну тут без вариантов, по-другому не подлезть. Так, это извлекли. Дальше вот эту защитную штучку, возможно, и весь разбирать не придется. Если эта кнопочка находится сверху, то вообще шикарно. Если нет, то придется извлекать плату. Прикручено все очень плотненько. Айфоновской отверткой тут, конечно, особо делать нечего, но я уже к ней привык.
почти что все кручу ей. Так, один вот он спрятался, надо как-то до него добраться. Для этого что-то потребуется, наверное, где-то сдвинуть. Так, попробуем просто в стороночку сдвинуть, чтобы не лазить. Так. Угу. Какой-то сезон мух в этом году. Надоели, повсюду летают. Угу. Так, давайте смотрим. Вот здесь толкатель. Но, как видим, кнопки здесь никакой нету. На ее месте просто скотч. Да, в общем, тут с этой стороны ничего я не наблюдаю. Давайте. Попробуем поднять плату. Посмотреть, что у нас с обратной стороны. Тут еще кучу шлейфов разобрать. В общем, поэтому фотики я и не очень люблю. Тоже очень много всего насобрано, накручено. Так, надо вот это понять, как снять под ручкой. Тут идет вверх. Так, один винтик находится здесь. Вероятнее, он и держит. Угу. Так, тут мешает браслет, ремешок. Угу. Есть. Там же и кнопка включения, соответственно. Может, она вообще просто поддохла. Можно прозвонить. Такое тоже не исключено. Контактики.
Ну и потом полезем дальше. Давайте кнопочку прозвоним. Может, закисло где-то. Так, внешне все в порядке. Попробуем сейчас прозвонить. Смотрю под микроскопом, там видны, куда уходят дорожки. Да, мембрана, кстати, окисленная. Сейчас я вам покажу. Может быть, вообще в ней проблемы. Вот так вот выглядит мембранка. Видите, позеленевшая вся. Вот, по контактам проверяем. Есть. Второй тоже есть. Ну, давайте ее почистим. Так, такие контакты пришли нам со времен телефонов кнопочных. И лечится это следующим образом. Чистим просто обычной стеркой. Вот все. Вот так вот это делается. Давайте вторую кнопку тоже посмотрим. Если тут одна окислена, то вероятность второй такая же. Так, чуть-чуть пошло не так. Вторая такая же. Вся синяя. Так, ну и контактную площадку тоже тиранем. Так, ну все, приклеим назад. Собираем обратно в корпус.
Так. Обратно не хочет приклеиваться. Скотч каптоновый используем. В самом уголочке приклеим. Так. Так, все готово. Пробуем собирать и делаем тестик на включение. Так, и у меня батарейка садится на телефоне. Надеюсь, успеем отснять. Тык. Вставляем все обратно. Давайте сначала, наверное, защелкнем коннекторы, которые я отщелкнул. Еще раз пластиковым стараемся максимально. Не лазить сюда пальцами. Иногда в таких вот вариантах можно резиновые перчатки одевать, типа медицинских. Желательно просто плотненькие. Вот. Тогда может и не долбанет током. По факту вот он на подсветку. Тут вот он прям два рядом кондера. И вот как раз в этой области сейчас я шлейфик буду вставлять. Так, есть. Попробуем вставить батарейку. Так, пробуем нажать включение. Так, ну реакции пока нету, но возможно еще и батарейка до конца разрядилась. Так, чуть-чуть подзарядим. Так, динамик и дисплей, где у нас находится. Так, дисплей тут, понятное дело. Динамик, чтобы понять, включился он или нет.
Но я думаю, какая-нибудь кнопочка должна засветиться, типа включения. Там светодиоды присутствуют на ней. Так, 3,6, не знаю, хватит ли или не хватит. Попробуем. Так, тоже ничего нету. Давайте накидывать дисплей. Так, ну, примерно воспользуемся не до конца закрывшейся крышкой для диагностики, для включения, для теста. Потом уже будем разбираться. Так, реакции нету. Еще заряжаем. Хотя бы до 3,7 вольта. Три, 6,3, то есть батарейка такая себе. Так, ну что, у нас реакции нету. Самое обидное, что контакты далеко. И с ЛБП тяжело туда подсунуть. Так, в общем, заряжаем батарейку до упора. И я, наверное, сейчас пока на паузу поставлю. Пусть она заряжается. И подкинем. Если проблема не решилась, то продолжим с аппаратом дальше. Я тем самым пока заряжу батарейку на телефоне. Так, ребят, в общем, по батарейке зарядил. Результата нету, подпаялся к контактам аккумулятора. По ЛБП у нас есть 100 мА потребления, причем сразу. И по тепловизору видим следующую картину. Картина печальная. Почему? Потому что у нас, давайте вот так вот, надеюсь, будет видно. Так, у меня тут отражение от лампочки. В общем, меняем ракурс вот так и вот так.
Я тепловизор настроил так, чтобы было видно почти всю плату. Вот. Подаем питание. У нас пошел нагрев от самого процессора. Вот он. То есть сам проц где-то пробило. И это печалька, потому что проц на нем менять как бы и нету смысла. Вот. В общем, вот такая вот история с аппаратом. Значит, на всякий случай сейчас я сдерну плату, выковырну из корпуса, пошатаем сам проц, реболить не буду, не вижу смысла, потому что нагрев это значит где-то что-то пробило, то есть внутри самого процессора. Вот. Но на всякий случай пошатаем, может что-то это даст. В общем, вынимаю плату и просто прогреваю, смотрю, меняется ли динамика потребления, либо не меняется.